Приветствую всех любительниц вязания тунисским крючком. Сегодня я покажу очень интересный и простой в исполнении узор, напоминающий корзинку. Он очень подходит как для домашних аксессуаров, таких как накидки, корзинки, и для одежды. Также он очень хорош. Женские пуловеры, детская одежда, мужские пуловеры тоже очень хорошо выглядят. Он в меру рельефный, не растягивается изделие, выполненное этим узором. Поэтому будем сейчас пробовать вязать этот узор. Вот кромочную, которую мне удалось вывязать. Она достаточно обычная, но про нее нельзя забывать, когда вы вяжете изделие. Изнанка этого узора тоже аккуратная. Итак, начинаем набор петель. Для того, чтобы начать, нужно прежде всего, как обычно, связать первую петлю и набрать цепочку воздушных петель. У нас узор имеет раппорт 2 петли, поэтому набираем кратное количество петель плюс 2 кромочные. Затягивать цепочку не нужно, потому что потом будет тяжело провязывать. Для того, чтобы набрать базовый ряд, мы в каждое звено нашей цепочки продеваем крючок и вытаскиваем одну петлю. Действуем так до конца ряда. Вот мы подошли к концу ряда. Петельки все набрали. Теперь начинаем закрывать. Как обычно, закрываем по одной петельке. Продолжаем так до конца ряда. Сейчас я покажу узор на небольшом образце, чтобы было быстрее, чтобы мы увидели быстрее результат. Итак, начинаем вязать первый ряд нашего узора. Первую петлю мы поддеваем, а вторую петлю нашего раппорта провязываем за заднюю перемычку. Вот внимательно смотрите, что мы поддеваем. То есть вот если она плотная получилась, эта петелька, лучше ее крючочком поддеть и аккуратненько вытянуть. Итак, у нас через одну петельку раппорт повторяется. Вот поддели и опять вытянули петельку. То есть одну петельку в раппорте мы просто поддеваем за переднюю стенку и не провязываем, а вторую мы поддеваем за перемычку, находящуюся на задней стенке. Вот. Так мы дошли до конца ряда, не забываем про кромочную. Ее, как обычно, мы вяжем за 2 половинки. Вот, собственно, первый ряд связали. Теперь закрываем наш ряд обычным способом, провязывая по одной петельке.
Вот, завершили мы наш ряд. И теперь смотрим, как начать следующий. То есть здесь мы, там, где мы в прошлый раз подтягивали петельку, мы просто провязываем. А там, где мы провязывали, теперь мы поддеваем петельку. Вот сейчас это второй раппорт. Аккуратненько. Чтобы было легче поддевать, можно взять крючок на пол размера больше. Вот кромочная. Все, вот начинает вырисовываться наш узор. Закрываем петли точно так же, как и в прошлом ряде, когда мы закрывали по одной петельке. Все точно так же. Чтобы не сбиться с рисунка, нужно не забывать, что он чередуется в шахматном порядке. То есть там, где мы провязывали, теперь мы опять поднимаем петельку, а следующую мы провязываем через перемычку. Вот опять поддели, потом провязали следующую петельку. И вот раппорт, собственно. Весь раппорт, больше тут особо показывать нечего. Главное, чтобы легче было вязать, не нужно затягивать ряд, которым мы закрываем петельки. Изделие от этого растягиваться не будет, просто чуть будет мягче полотно, которое мы будем получать, и нам будет легче вязать. Ну вот опять дошла я до кромочной, все то же самое. Ну вот теперь тот образец, который я показывала в начале видео, покажу более подробно. Он очень так красиво выглядит, особенно в изделии. Кромочные. А вот образец, связанный нитью в 3 сложения. Он получается достаточно плотным. Ну, опять те же кромочные. Все это то же самое, как и в зеленом образце, только плотность другая. И, соответственно, внешний вид совершенно другой. Как и раньше, набрали петли и теперь закрываем по одной петле. Ничего здесь не меняется по сравнению с прошлым зеленым образцом. Сейчас я покажу, как легко делать нить, которая куплена тонкая, в одно сложение, сделать из нее нить в 3 сложения. Причем, когда захотим мы этот изделие или образец распустить, то очень просто смотать это все обычно в клубок, в одну нитку и не мучиться при разделении этих нитей. Сейчас вот тут у меня кусочек в 3 сложения заканчивается. Я сейчас покажу, как вот он. И как можно очень просто это все сделать. Вот мы видим петелечку, которая у нас осталась. Просто-напросто продеваем
нить, которая идет от клубка. И все, больше мы ничего не делаем. И у нас сразу получилась ниточка в 3 сложения. Вот эта перемычка, которая образовалась, она совершенно незаметна в изделии. И очень удобно, если вдруг что-то мы хотим другое связать из этих ниток, мы можем очень быстро распустить, сделать нить в одно сложение и дать жизнь этим ниткам снова. Ну и тут, собственно, опять провязываем, то есть там, где мы раньше поддевали, теперь мы провязываем за перемычку, то есть провязали одну петельку, а следующую подняли. И так идем до конца ряда. Узор, связанный в 3 нити, конечно, более эффектно выглядит, но, конечно, не для изделий одежды, а хорошо подходит для корзинок, там, например, для ниток корзинки, для каких-то вещей мелких. Можно иметь какие-то остатки ниток, сделать в 3 сложения их, и, пожалуйста, будет вам новый аксессуар будет для нужных вам вещей. Очень хорошо накидки делать на кресло из ниток, которые у вас остались и некуда использовать. Если вы досмотрели видео до этого момента, значит, оно вам понравилось или было полезным. Я прошу поставить лайк и подписаться на мой канал, нажать колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Я планирую развивать свой канал, потому что это мое любимое хобби, и я хочу поделиться с вами теми знаниями, которыми я обладаю, или научиться с вами чему-то новому. Если вам интересны какие-то узоры, чтобы я показала на своем канале, пожалуйста, пишите в комментариях, я их рассмотрю, ваши предложения. Вот смотрите, как узор выглядит, он достаточно плотный, держит форму. Ну вот, собственно, и все. Всем удачи, красивых новых изделий, хорошего настроения и легкого приятного вязания.